Он играл благородного любовника на сцене, но в жизни был невообразимым хамом. Он владел островами в Средиземном море, но не платил за себя в ресторанах. Нравился самым красивым женщинам, но предпочитал мужчин. Выделял на свое здоровье около 2 миллионов долларов в год, но умер от СПИДа. Он мог практически обходиться без сна, все ночи проводя в ночных клубах, а утром, как ни в чем не бывало, стоять у станка и выматывать себя изнуряющими репетициями и тренировками. Любитель игрушечных паровозиков и король мирового балета. Вот такой он был, Рудольф Нуриев. Видео о его партнерше, известной прима-балерине Марго Фонтейн, можно посмотреть на канале. Нуриев танцевал в Кировском театре всего 3 года, причем далеко не блестяще. На Западе его техника станет куда более отточенной. Но даже за этот короткий срок он сумел сделать важную вещь – вернул ценность мужскому танцу. До него мужчина на балетной сцене исключительно таскал балерину, являясь этаким массивным тягачом, выполняющим поддержки. Нуриев тягачом быть не хотел, уж слишком он любил себя красивого, он хотел нравиться. И первый начал танцевать в одном трико, до него танцовщики носили благопристойные мешковатые штанишки. Рудольф вытягивал свое тело, вставал на высокие-высокие полупальцы и весь тянулся вверх. Он делал себя высоким, элегантным и красиво сложенным, комментировал его стиль барышников. Когда ему говорили, что он танцует слишком по-женски, Нуриев искренне возмущался. «Вы что, не понимаете? Я же юноша!» – кричал он. За время своей карьеры он перетанцевал, пожалуй, все главные мужские партии. Рудольф умело поддерживал интерес зрителей к своей персоне. Он часто выходил на сцену с голой грудью, а в его собственной версии «Спящей красавицы» сначала появлялся укутанным в длинную до пола накидку, затем поворачивался спиной к залу и медленно опускал ее, пока она наконец не застывала чуть ниже прекрасно очерченных ягодиц. Этим искусством преподнести себя Нуриев пользовался до самого конца карьеры. Рудольф стал звездой нового поколения. Он пользовался славой не только в узком кругу фанатов балета, его знали абсолютно все. Он снимался в кино, давал бесчисленные интервью, эпатировал публику своими фото в стиле ню. В общем, очень умело поддерживал интерес к своей персоне. Уже позже по его следам пойдут и Барышников, и Ростропович, и Монсеррат Кабалье, и Пласидо Доминго, профессионалы серьезного искусства, не побоявшиеся стать попсовыми кумирами. Ведь чем больше о тебе говорят, неважно что, тем ты известнее. За вычетом таланта в Нуриеве было мало симпатичных черт. Ни роскошь, которой он себя окружал, ни общество, в котором он вращался, не обтесали его и не избавили от врожденной мужицкой грубости. Свои финансовые отчеты Нуриев скрывал от всех. Его патологическая скупость стала притчей во языцах. Он чах над своим златом и никогда не носил карманных денег, вынуждая друзей расплачиваться за себя в ресторанах и в магазинах. За каждый свой выход на сцену Нуриев требовал огромные гонорары, торгуясь до последнего. Он предпочитал тратить деньги на картины и скульптуры, изображения обнаженных мужчин. Вся его огромная парижская квартира была завешена нагими Аполлонами. О том, что он болен, Нуриев узнал в 1984 году. Его обследовали в одной из престижных клиник и поставили убийственный диагноз – СПИД. Нуриев воспринял весь спокойно, рассчитывая на всемогущество своих денег. Но к весне 1992 года болезнь перешла в последнюю стадию. «Теперь мне конец?» – постоянно спрашивал он своего врача. 6 января 1993 года великий танцор умер. Прощальная церемония была обставлена с шиком. Нуриев лежал в строгом костюме и в чалме, а русские артисты по-русски читали над ним стихи Пушкина.